Всем привет! Вы на канале iModelist, и с вами я, Виталий Новиков. Сегодня будем смотреть обзор сборной модели. Новинки российской фирмы «Звезда», советский штурмовик Су-25 «Грач» в 48 масштабе. Рекомендуемая розничная цена набора составляет 2990 рублей. Но прямо сейчас при покупке Су-25 в нашем интернет-магазине i-modelist.ru вы получите отличные подарки. Полный набор фототравления фирмы Микродизайн. 3 платы, 2 на экстерьер машины, включая лопатки двигателя и много еще чего интересного. И 1 цветная плата на интерьер кабины пилота. А также набор окрасочных масок фирмы SX-AD на фонарь и колеса самолета. И скидку 30% на любые дополнения к этому набору, а их великое множество. И еще скидку 15% на любой следующий заказ на любые товары. Заманчиво? Еще бы! Сам 6 штук вчера взял. Количество деталей в наборе 359. Длина собранной модели будет составлять 32 см. Подчерпнуть информацию о прототипе на любых из двух языков, включая русский, можно на обратной стороне коробки. Ну и посмотреть фотографии собранной модели тоже возможно на ней же. Набор содержит 2 листа декалей, два пакета с пластиковыми деталями, цветная схема окраски модели, и инструкция для сборки. Первый литник перед вами. Фюзеляж самолета. Су-25 штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем или ночью в пределах видимости. Начал эксплуатироваться в 1981 году. Было выпущено около 1300 штук. Производится и по сей день. На фюзеляже сразу бросается в глаза – это наличие клепки. Причем, друзья, как и внутренней, так и наружной. Да-да, посмотрите сами. В нишах шасси есть имитация проводки. Руль направления отлит отдельной деталью от киля. Тоже не дурно, совсем не дурно. Литник номер 2. Здесь у нас живут крыло и стабилизатор. Ну а кто еще выпускает Су-25 в 48-м? Конкурентов мало. Это чешские фирмы Шмер и КПМ. И там пластик очень древний. Фирмы ОИЗ. Честно говоря, я даже такую не знаю. И год выпуска 80-е года прошлого века. Сравнивать эти модели со звездой вообще смысла нет. Потому что чешские модели, дрова дровища. Поэтому можно сказать, что конкурентов-то и нет. Крыло на модели состоит из 4 частей. Механизация крыла отлита вместе с ним.
Поэтому опустить или поднять закрылки, к примеру, не получится. Расшивка идеальна. Клепка. Ах, это клепка. Но могут же. Могут. Тормозные щитки можно вариативно сделать как в убранном, так и в выпущенном виде. Прекрасно. Литник номер 3. Мотогондолы, воздухозаборники, нижняя часть фюзеляжа, переднее колесо, часть стоек шасси, части колес основных стоек шасси. В общем, много всего интересного, нужного и полезного. А на Су-25 устанавливались двигатели Р-95, а позднее стали устанавливать более совершенные двигатели Р-195 с увеличенной тягой. Двигатель выдерживает прямое попадание 23 мм снаряда. При выводе из строя одного двигателя самолет может продолжать полет на другом. Колесо передней опоры шасси выполнено из двух половин. Надписей на бортах нет. По колесам основных опор шасси отдельная история. О них чуть позже. Но благо уже есть в продаже набор колес, разработанный фирмой ЭВМ. Фотографии перед вами. Литник номер 4. В основном это детали интерьера кабины пилота. Фигура пилота есть в комплекте. Разделена на 4 фрагмента. Ноги отдельно, руки отдельно. Кресло пилота также состоит из множества частей. Есть и привязные ремни. Обнаружил я их уже после съемки на обратной стороне литника, поэтому не показываю, но они есть. А есть также уже в продаже смоляное кресло фирмы ЭВМ с фототравленными ремнями. И оно будет поинтереснее наборного, но выбор за вами. ПВД и антенны РСБН отлиты неплохо, но металл всегда лучше пластика. В наборе есть лестница, и это похвально, очень. Есть и металлические от фирмы LP Models с упорами и без. Приборная панель лысая, и это очень даже и отлично, так как циферблаты приборов есть в декалях к набору. Есть в цветном фототравлении, которое мы дарим при покупке набора. А если вам и этого мало, есть и объемные 3D декали фирмы Quinta Studio. Два одинаковых литника с пилонами, частями колес, тормозными щитками, подвесным вооружением. Большой вопрос возникает о разделении покрышки колес на две части. Зачем? Непонятно. Такое решение я вижу в первый раз. Перед вами 4 одинаковых литника с подвесным вооружением. Данные литники выпуска 2018 года, но это в принципе роль не играет. Су-25 может нести огромное разнообразие подвесного вооружения. Неуправляемые авиабомбы, неуправляемое ракетное оружие, высокоточные бомбы и ракеты, оружие класса воздух-воздух. Может вам пригодится, приложу вот такую таблицу, какое вооружение и куда вешается. Ну и в заключение по пластику еще 4 литника. Также 2018 год.
А если и это вам покажется мало, есть смоляные бомбы и ракеты фирмы Advancing Modeling. Ребята именно на этом и специализируются. Выбор просто огромный. Ссылку на данный товар приложу в комментарии к видео. Ну и напомню, что при предзаказе грача скидка на дополнение 30%. Не пропустите. Литник с прозрачными деталями. Окрашенной маски к фонарю мы дарим, как вы помните. Фонарь проклепанный. Здесь все отлично. Прозрачность хорошая, искажений, царапин, брака я не заметил. Огромный лист с декалями на 6 вариантов окраски. Безумное количество технической информации и приборная панель. И еще один лист декалей на подвесное вооружение. А если и этого вам мало, мы разработали совместно с фирмой Apprise вот такую декаль. И совместно с фирмой SG Modeling вот такую. Ну, мне кажется, что этого вполне достаточно. Инструкция черно-белая. Два варианта сборки предлагается. Первый в летном режиме, второй в стояночном. Есть описание прототипа на двух языках, русском и английском. Содержимое набора. И подробнейшие шаги сборки. Пока листаю инструкцию, расскажу о 3 фигурах нашего производства. Фигура техника номер 1. Работа в кабине. Фигура техника номер 2. Осмотр БРЭО. Фигура техника номер 3. Установка тормозного парашюта. Схема окраски и нанесения декалей цветная. 6 вариантов окраски, но, пожалуй, озвучу. Первый вариант. Советский Союз. Афганистан, аэродром Шинданд, 1988 год. Вариант номер 2. Советский Союз. Афганистан, аэродром Баграм, 1987 год. Вариант номер 3. Россия. Аэродром Моздок, 2000 год. Четвертый вариант. Россия. Таджикистан. Аэродром Душанбе, 2004 год. Вариант номер 5. Чехословакия. Авиабаза Пардубице, 1989 год. И заключительный 6-й вариант. Болгария. Безмер, 2020 год. Вот такой замечательный набор такого замечательного самолета и в таком замечательном масштабе теперь увидел свет. А приобрести его, да еще и с подарками и скидками всевозможными, вы можете у нас на сайте i-modelist.ru. Буду ли я собирать этот самолет? Да, однозначно. А на этом все. Увидимся на нашем канале. Ваш Я Моделист и я, Виталий Новиков.